Так, ну что, ребят, как и обещал, видео про Купер. Так, чисто в домашней обстановке, по-семейному чисто. Сейчас я вам даже подготовил эти. Подготовился, точнее. Расскажу этот. Ну, это будет мое субъективное мнение, конечно, про Купер. Так как я во многих поработал, соответственно, могу этот какой-то итог подвести за вот эти 6 дней работы в Купере. Еще один ролик пока не выпустил, 6-й день, но этот, посмотрим. Короче, плюсы, наверное, минусы. Ну, итог сами в конце сделайте. Как вам Купер? Я просто расскажу, как вообще, как я его оцениваю. Так, первое. Расстояние огромное, короче. Вообще, хоть какой аккаунт, хоть пеший, хоть вело. Про авто я вообще не говорю, потому что авто там конские расстояния по-любому. Вот я работал на вело, на пешем, и как бы и разницы как будто нету. Что вело, что пешее, у тебя там минималка это 2,5 километра. 2-2,5, короче. А то и до 5 доходило. Далее, второе. Тяжелые заказы. То же самое, хоть какой аккаунт. Я на пешем аккаунте и 30 килограмм возил, на вело аккаунте тоже 30, вообще без разницы. Там пеший ты этот. Хотя у них в правилах написано то, что пеший аккаунт до 25 килограмм. Да, я если не ошибаюсь, там до 25 килограмм. А там без разницы, вот тебе падает 30 килограмм и все, ты его скипаешь, а он тебе один фиг падает. И единственное, как можно от него отказаться, но если у тебя пеший аккаунт, это нужно прийти в магазин, наполнить сумку и рядом положить пакеты, которые не поместились, и сфоткать. И все, и потом только отменить заказ ты можешь без корректировки. Так что вот так вот. Третий минус — это есть старые магазины, которые уже давно закрылись, и ты, соответственно, теряешь свое время, деньги, тем более у курьера. Чем больше заказов ты отвез, тем больше заработал, соответственно. Вот это поворот! То, что у нас сдельная оплата. Поэтому, как бы, вот мне раз 8, наверное, падали. Падает заказ с какого-то магазина, ты приезжаешь на адрес, а этого магазина там нет. На картах забиваешь, а магазин закрылся. И все, и ты начинается, пишешь поддержки, поддержка связывается с клиентом, отменяется заказ, и тебе там платят от 13 до 30 рублей. Ну, в зависимости от подлета. Как далеко ты находился, прежде чтобы приехать в магазин, короче. Четвертое. Нету навигации своей. Все время прыгает из приложения в приложение, бывает глючит и строит маршруты не в тот адрес. И самое интересное, прожимается там, хотя например, до того же магазина еще 2 километра. Вот. Ну, тоже рандомно бывает, прожимается только прямо у магазина, но это, не знаю, это может связано с Питером, с геолокацией, то, что тут иногда тупит. Но вот я заметил такие штуки, то, что у меня неправильный маршрут, например, простраивал, и я спокойненько там прожимался, и как бы смотрел, не было магазина никакого. И, соответственно, я вбиваю адрес уже вручную в навигатор, и он мне показывает еще 2 километра до магазина. Соответственно, вот, такое. У меня еще просто на вот этом аккаунте Купера был старый телефон, ну, немножко туповатый. И вот эти перетрубации из одного приложения в другое, они как бы напрягали его. Конечно, если у вас там телефон для курьерки прям мощный, классный, то вы этих минусов не заметите. Ну, именно этого 4-го минуса. 5-й. Нету подсказок, как в Яндекс.Еде или там в доставке, где находится магазин. То есть в Яндекс.Еде у тебя есть фотография магаза, как он выглядит, в здании, и описание, где он находится, куда подойти. А в Купере ты просто, например, торговый центр или что-нибудь, там, здание огромное, например. Тебе просто к этому адресу подвозят,
А, например, у тебя пятерочка может быть в том конце вообще. Или там аптека. Может быть в том конце здания, например. И ты такой просто ищешь, ну, соответственно, также тратишь время. А в Яндекс.Еде в этом плане ты, например, хоп, приехал, у тебя фотка есть этого входа магазина и написано на каком этаже. И ты уже сразу такой хоп-хоп и ушел. Сразу быстро нашел, сориентировался. Шестое — это штрафы за непринятые заказы. Вот там до сих пор есть такое, то что если ты не принял 3 заказа, то у тебя вот с 3-го заказа идет штраф. То есть ты не принял 3 заказа, с 3-го, считай, каждый заказ 50 рублей. И вот эти 3 тоже включаются. То есть с 3-го заказа у тебя уже сразу на 150 рублей штрафуют, которые ты не принял. Ну и последующие по 50 рублей. Вот. Странная система штрафов, если ты самозанятый. Ну ладно, тут я просто в таксопарке работаю, но я думаю, у самозанятых тоже такая схема. Как бы немножко такое. Потом также корректировки за невыход. Как бы 150 рублей там, по-моему, в час. Если ты там завершил раньше слот и так далее. Ну ладно, это тоже в Яндекс.Еде то же самое, корректировки будет. Это ладно, нормально. Потом... Еще вот это. Ты пропускаешь заказ. Ну, например, вот тебе упал какой-нибудь далекий. Или, например, тяжелый. Ты его пропускаешь, он проходит. И он тебе еще раз падает. И будет так падать, пока, короче, ты куда-нибудь далеко прям не уедешь. А они тебя просто вот так вот мочат, короче, чтобы ты точно взял этот заказ. Ну, либо там на паузу выходить. По-другому никак. Вот у меня была ситуация. Я взял этот заказ, а там 30 килограмм. Я начал писать поддержку, там что, а поддержка не отвечает. Это как бы еще один минус Купера. И что произошло? Я отменяю этот заказ, то что он громоздкий. Ну так, просто попробовал, потому что, ну ладно, я сколько, 30 килограммов заказов возил. Как бы окей. В итоге отменил его, и он мне падает опять. И это, конечно, странная фигня. Ты, блин, отменил заказ, ты его не принял. Окей, второй раз он придет, да? Ну, ладно, не успел там принять, да, не услышал. Но 3-4 раза это уже, по-моему, перебор. Еще за все эти разы тебя будут штрафовать. Так, на чем я остановился? Так, 8-й пункт. Ну, я это в плюсы отнес, но это скорее для сборщиков. Потом я вспомнил, что Купер же, он создавался еще как сборщики там были отдельно, или там сборщик-курьер, и там фотки есть этих блюд. И с одной стороны это удобно, что ты там видишь, как бы, можешь заказ не перепутать в плане состава. И, например, в Макдональдсе и так далее, ты видишь это комбо какое тебе. Вот в этом плане. В целом, ну, вот в плюс занес это. 9. Купер чисто из-за бонусов выживает, а так понятно, почему такая текучка. Но это больше не минус, а вывод из проделанной работы, потому что, во-первых, тяжелые заказы, без разницы какой аккаунт, это километраж большой, почти все заказы от 2 км и дальше. Ну, то есть 2 до ресторана и еще 2 там до клиента, вот тебе 5 км. И ты просто там проезжаешь знатно. Ну ладно, я на скутере, окей, как бы, мне как бы особый километраж не имел значения. Но если ты на велике или там пешком, то вот уже такое неприятно. И вот чисто вот этими бонусами они добивают цену и получается нормально. И, например, там, вот я сам из-за бонуса пришел, вот этот бонус выполнить и все. И у меня получилось как бы нормально заработать, чисто из-за бонуса. А так в целом, если этот бонус брать, выходит плюс-минус как бы так же, как в этом. Как в доставке, либо как в Яндекс.Еде, но по факту ты тащишь тяжелые заказы и много километров проезжаешь. Так, 10.
Ну, глючное приложение, да, есть такое. Но я чуть-чуть, наверное, больше на телефон грешу, потому что он чуть-чуть старый. Но, возможно, и этот Купер. Потому что мне пришли бонусы сначала, там показалась вот эта гарантийка, потом она исчезла на какое-то время, потом опять появилась через там какое-то время. А еще вот, ну, как и в Яндексе, сидишь в фиолетовой зоне, все классно, а тебе падает зеленка. Ну, как бы, ну, такая же тема, как и в Яндекс доставке. Ты полностью в кэфах сидишь, а тебе падает зеленка. Дальше. Вот как в Яндекс.Еде и как в Яндекс доставке нету отменить заказ и, например, сожрать его. Ну, например, если клиент не вышел на связь или что-нибудь, тебе нужно вести именно заказ в магазин опять, возвращать его. А вот в Яндекс.Еде, если отменили заказ, даже там пятерочка или что-нибудь, то ты, это, как говорится, такой бонус тебе ты оставляешь. У меня вот окей так был, там недавно относительно была это пятерочка, Макдональдс пару раз так было. Что, ну, в этом плане как бы в Яндексе поприкольнее. А в Купере надо вести. Ну, понятно, возможно, Макдональдс не дали вести, у меня не было, но у меня была пятерочка, по-моему, или перекресток, и мне в поддержке написали вези заказ обратно в магазин. Вот. Все, в целом, вот такой вывод про Купер. Работать можно, но как бы работать вот по гарантийке. Я вот следующий видос скину, там, через пару дней буквально, как я отработал гарантийку. Ну вот с гарантийкой, да, реально достойная оплата выходит относительно других доставок. Но если без гарантийки, как бы вот этот километраж, вот это все, то лучше в Яндексе работать в этом плане. Потому что, ну так вот. Но кому как выбирать, как бы выбирайте сами. Вот такой вот обзор получился. Надеюсь, короткий. Вроде уложился в минут 10. Так что встретимся в следующих видосах. Подписывайтесь, комментарии свои оставляйте, как вы считаете, как вам Купер. Как вам Купер, супер или не супер. Так что все, до следующих видосов. Пока.